Hooliganism is, by definition, an extreme sort of football support. Футбол — это игра. Игра, которая объединяет миллионы людей по всему миру. Каждые выходные тысячи болельщиков приходят на стадионы, чтобы поддержать свои команды. Но за всей этой атмосферой существует и другая сторона футбола. Сторона, где эмоции превращаются в агрессию, где матчи заканчиваются драками, где футбол становится поводом для настоящей войны. Футбольные хулиганы — это явление, которое существует уже десятки лет. Организованные группы, свое оружие, кулаки, свои правила, сила и страх. И сегодня мы с вами разберемся, кто они такие и почему футбол для некоторых людей стал поводом для насилия. Знаете, вообще, футбольные хулиганы — это не просто болельщики, да, обычный фанат, который приходит на стадион ради футбола. Он поддерживает свою команду, как бы там ни было, да, радуется победам, там, переживает поражениям, и это вполне нормально. Но футбольные хулиганы, самое интересное, что они приходят за другим. Для них матч — это, не только игра, да, я как человек, который много раз был на футболе, много раз видел, что там происходит на стадионах, могу вам с уверенностью сказать, что это повод для них встретиться с соперником. Соперником не на футбольном поле, а на стадионе и за стадионом, да. Такие группы, они как бы формируются вокруг клубов. У них есть свои символы, свои цвета, свои традиции. И это вполне нормально. Я думаю, что вы неоднократно это видели по телевизору, кто там смотрел, да, телевидение, в прямом эфире футбол, кто-то там приходил сам на стадион, и вы это все сами видели, да, внутри групп существует строгая иерархия. Да, это так. Есть те лидеры, опытные участники, которые принимают решения. Они решают, когда и где произойдет их следующая встреча. Для многих участников это становится как образ жизни. То есть для них это нормально. Если мы берем фанатов, да, которые там приходят на футбол чисто когда команда играет, чтобы посмотреть футбольные матчи, то здесь уже футбольные хулиганы, назовем их так, они катаются и на выезды катаются в разные страны. В общем, это такая интересная тема, которую я хотел бы с вами разобрать. Поэтому футбол лишь повод, главное противостояние. История футбольного хулиганства начинается в Англии. В 1960-х годах английские стадионы были переполнены. Футбол становился все популярнее, особенно активно на стадионы приходила молодежь. В рабочих районах городов росла напряженность, безработица, социальные проблемы, и уличная культура создавала почву для конфликтов. Молодые люди объединялись в группы, со времен эти группы превращались в организованные фанатские движения, у каждого клуба появлялась своя группировка. Например, если мы с вами возьмем, у клуба West Ham United появилась известная фирма Intercity Firm, у Millwall сформировалась группа Bushwalkers, а у Chelsea FK появилась организация Headhunters. Эти группы быстро приобрели репутацию самых опасных, фанаты начали путешествовать по стране вслед за своими командами. Драки происходили на вокзалах, улицах и возле стадионов. К 1970 годам проблема стала настолько серьезной, что полиция была вынуждена усиливать контроль на матчах. Футбол начал ассоциироваться не только со спортом, но и с насилием. Ну а сейчас мы с вами как раз таки посмотрим на трагедию, которая произошла очень-очень давно. Это также во времена футбольных матчей в Англии. Тогда погибло довольно-таки большое количество людей. Что за трагедия, как это произошло, я вам сейчас расскажу. Одной из самых страшных трагедий в истории футбола стала катастрофа на стадионе HL Stadium. Это произошло в 1985 году. В этот же день должен был пройти финал Кубка Чемпионов между Ливерпулем и Ювентусом. Перед матчем атмосфера была напряженной, фанаты начали провоцировать друг друга, и в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Началась паника, люди пытались убежать, но оказались зажаты у стены. В результате обрушения конструкции погибло 39 человек. Эта трагедия изменила футбол навсегда.
После событий в Англии фанатская культура, она продолжала распространяться по всему миру. Да, в Италии появились масштабные ультрас-движения. Они создавали огромные там баннеры, устраивали перформансы, использовали пиротехнику. Но вместе с этими росло количество конфликтов. В Польше стали популярны так называемые лесные встречи. Это заранее организованные драки между разными группами. В Сербии фанатские движения стали вообще частью уличной культуры. Футбольное хулиганство переросло, знаете, вот не то что переросло, а даже вот перестало быть локальной проблемой. Оно стало международным явлением, это вполне нормально. Мы все с вами по новостям и везде по интернету видим, как вообще фанаты встречают команды соперника, как фанаты встречают свои команды, как они провожают. Ну, в общем, понимаете, вот футбол — это не просто игра, футбол — это больше, чем просто жизнь. Не только для футболиста, а и для фанатов. Поэтому, смотря данный ролик, вы теперь понимаете, что если бы не было бы фанатов, не было бы этих хулиганов, ну не был бы такой интересен футбол, ну не был бы, ну от фаната, от футбола вот это, оно все именно взаимно, все связано. Поэтому это все очень зрелищно, это все очень интересно. А напишите в комментах, как вы считаете, мог бы быть футбол таким зрелищным, интересным, горячим, таким страстным, если бы не было футбольных хулиганов и в целом вообще фанатов? Пишите в комментах, мы с вами идем дальше. Большинство фанатских столкновений планируется заранее. Стороны договариваются о месте встречи. Чаще всего выбираются удаленные территории. Перед встречей участники собираются группами. Они надевают удобную одежду. И когда группы встречаются, начинается драка. Обычно она длится несколько минут. После этого проигравшая сторона отступает. Для участников это способ доказать силу своей группы. Но последствия часто оказываются серьезными. Со временем власти начали принимать жесткие меры. На стадионах появились камеры, были выведены именные билеты, фанатов, участвующих в беспорядках, заносили в базы данных, им запрещали посещать матчи. Эти меры значительно снизили уровень насилия, но полностью проблема не исчезла. Футбольные хулиганы — это темная сторона футбола, но я не до конца с этим согласен, потому что благодаря футбольным хулиганам ты можешь наблюдать за той красотой, которая происходит на стадионе, которая происходит на трибуне. Как команд встречает, как команд провожает, как команд поддержит, как команд освистывает. Да, история, которая показывает, как страсть может превратиться в агрессию. Но футбол в любом случае создавался не для насилия, он создавался как игра, как праздник, как эмоции. И именно таким он должен и остаться. Если ты досмотрел видео до конца, я очень сильно тебя попрошу, чтобы ты поставил лайк, подписался, написал комментарий и поделился, потому что лайк, комменты и поделиться — это дополнительная мотивация, плюс буст для канала, плюс рост. И еще будет одна просьба: напишите в комментариях, какой бы хотели бы вы увидеть следующий выпуск, идею, на которую я смог бы снять данное видео. Любая тема абсолютно, которая касается футбола. Поэтому всем еще огромное спасибо и огромнейшая для вас благодарность. Я очень вас сильно люблю, я вас очень сильно ценю. И я надеюсь, что надолго не прощаемся. С вами был Фен Про. Всем пока-пока.